Друзья, приветствую вас! В этом видео мы поговорим о том, как произносимые нами слова формируют нашу реальность. Да-да, вы не ослышались. Слова обладают невероятной силой. Они могут как поднять нас до небес, так и разрушить до основания. Задумывались ли вы когда-нибудь, почему одни люди добиваются успеха, а другие постоянно сталкиваются с трудностями? Ответ кроется не только в таланте или везении, но и в образе мышления, который формируется под влиянием наших собственных слов. Слова, которые мы произносим про себя, подобны программному коду, управляющему нашим мозгом. Используя негативные формулировки, мы запускаем разрушительные программы, мешающие нам двигаться вперед. К сожалению, многие из нас даже не осознают разрушительную силу самокритики. Мы привыкли ругать себя за малейшие промахи, зацикливаться на недостатках и сравнивать себя с другими не в свою пользу. Такое негативное отношение к себе отнимает силы, подрывает веру в себя и создает порочный круг неудач. Ведь если мы сами в себя не верим, то кто поверит? Но не отчаивайтесь. Осознание проблемы – первый шаг к ее решению. Вместе мы разберемся, как избавиться от негативных установок и заменить их позитивными аффирмациями. Хорошая новость в том, что наш мозг пластичен. Это значит, что мы можем изменить его работу и перепрограммировать себя на успех. Ключ к переменам – осознанность. Важно научиться отслеживать свои мысли и слова, замечать негативные установки и заменять их позитивными. В следующих разделах мы подробно рассмотрим техники работы с подсознанием, которые помогут вам избавиться от ограничивающих убеждений и раскрыть свой потенциал. Путь к самосовершенствованию не всегда легок, но он того стоит. Присоединяйтесь к нам, и мы вместе отправимся в увлекательное путешествие по глубинам нашего сознания. В следующих видео мы подробно разберем каждый этап трансформации от самокритики к самолюбию и научимся создавать ту реальность, о которой мы всегда мечтали. Не пропустите! Наш мозг – удивительный инструмент, обладающий огромной мощью. Он подобен компьютеру, который неустанно обрабатывает информацию и управляет всеми процессами в нашем теле. Но, как и любой инструмент, мозг нуждается в правильной настройке. Именно здесь в игру вступают слова, которые мы произносим. Каждое слово, сказанное с убеждением, воспринимается мозгом как инструкция к действию. Представьте себе, что вы постоянно твердите себе «я неудачник», «у меня ничего не получается», «я ни на что не способен». Что произойдет? Мозг, как послушный слуга, принимает эти установки за чистую монету. Он начинает искать подтверждения вашим словам в окружающем мире и, что самое страшное, находит их. Так негативные установки проникают в наше подсознание, становятся частью нашей личности и начинают управлять нашей жизнью. Мы сами строим вокруг себя стены из страхов и сомнений, а потом удивляемся, почему нам так сложно достичь желаемого. Но не стоит отчаиваться. Так же, как мы заражаем свое сознание негативом, мы можем излечить его с помощью позитивных утверждений. Каждый раз, когда вы ругаете себя, вы запускаете в своем мозгу программу самоуничтожения. Вы как будто бьете себя по рукам и говорите «у тебя ничего не получится». Задумайтесь, стали бы вы так обращаться с близким другом? Вряд ли. Скорее всего, вы бы поддержали его, подбодрили и сказали, что у него все получится. Так почему же мы так жестоки по отношению к себе? Ответ прост. Мы не привыкли любить и ценить себя. Нас с детства учили быть скромными, не высовываться и не привлекать к себе лишнего внимания. Первый шаг к переменам – осознание своих негативных установок. Попробуйте в течение дня отслеживать свои мысли и слова. Что вы говорите себе, когда совершаете ошибку? А когда добиваетесь успеха? Запишите свои негативные утверждения на листе бумаги. А теперь перефразируйте их в позитивном ключе. Например, вместо «я неудачник» напишите «я учусь на своих ошибках и становлюсь сильнее». Повторяйте эти позитивные аффирмации каждый день как мантру. Постепенно ваш мозг начнет воспринимать их как реальность, и ваша жизнь начнет меняться к лучшему.
Давайте поговорим о страхе, друзья. Страх – это естественная эмоция, которая помогает нам избегать опасности. Но что происходит, когда страх становится иррациональным и начинает управлять нашей жизнью? Возьмем, к примеру, страх полетов. Миллионы людей испытывают тревогу и дискомфорт, находясь на борту самолета. Однако, если задуматься, самолет – один из самых безопасных видов транспорта. Вероятность попасть в авиакатастрофу ничтожно мала. Так почему же мы боимся? Потому что страх часто иррационален, он не всегда основан на реальной опасности. Страх полетов – это всего лишь метафора, символ других, более глубоких страхов, которые живут в нашем подсознании. Мы боимся потерять контроль, боимся неизвестности, боимся смерти. Эти страхи универсальны, они заложены в нас на глубоком подсознательном уровне. И когда мы сталкиваемся с ситуацией, которая пробуждает эти страхи, наш мозг начинает бить тревогу. Страх полетов – это лишь одна из форм, в которой могут проявляться наши скрытые страхи. Одни боятся высоты, другие – замкнутых пространств, третьи – публичных выступлений. Но корень проблемы всегда один – это иррациональный страх, который мешает нам жить полной жизнью. Так что же делать? Как побороть страх и начать жить свободно? Ответ прост – понять природу страха, осознать его иррациональность и научиться управлять своими эмоциями. Часто корни наших страхов уходят в детство. Негативный опыт, травмирующие события, неправильное воспитание – все это может привести к формированию фобий и страхов во взрослой жизни. Например, если ребенок стал свидетелем авиакатастрофы или жестокого обращения с животными, у него может развиться стойкая фобия к самолетам или животным. И даже если, будучи взрослым, этот человек логически понимает, что его страх иррационален, подсознательно он все равно испытывает тревогу. Поэтому важно прорабатывать свои страхи, не просто подавлять или заглушать их, а прожить, понять их причину и найти способ их преодолеть. Существует множество методик, которые помогают бороться со страхами и фобиями. Это и когнитивно-поведенческая терапия, и гипноз, и нейролингвистическое программирование. Важно найти тот метод, который подходит именно вам. Но самый главный элемент – это ваше желание измениться, избавиться от страха и начать жить полной жизнью. Помните, вы сильнее своих страхов. Осознав это, вы сможете преодолеть любые препятствия на своем пути. Давайте поговорим о роли родителей в формировании нашей личности. Именно в детстве, в семье закладываются основы нашего мировоззрения, системы ценностей, убеждений. Родители – наши первые учителя. От них мы узнаем о мире, о себе, о том, что такое хорошо и что такое плохо. Они формируют наш первый и самый важный опыт взаимодействия с миром. К сожалению, не весь опыт бывает положительным. Не все родители обладают педагогическим талантом и способностью создать для ребенка атмосферу безусловной любви и принятия. Если ребенок не получает достаточно любви и поддержки в семье, у него может развиться комплекс неполноценности, неуверенность в себе, постоянная потребность в одобрении со стороны. Становясь взрослее, такой человек продолжает искать любовь и признание во внешнем мире. Он стремится угодить другим, заслужить их одобрение, часто в ущерб собственным интересам и желаниям. Нехватка родительской любви может проявляться и в гиперкомпенсации. Человек пытается всем доказать, что он чего-то стоит, добивается успеха в карьере, материального благополучия, но при этом остается глубоко несчастным внутри. Еще один распространенный сценарий – это постоянное сравнение себя с другими. Человек, который был недолюблен в детстве, часто чувствует себя другим, недостаточно хорошим. Он смотрит на других и видит только их достоинства, успехи, счастье, не замечая собственных достижений и положительных качеств. Такие сравнения неизбежно приводят к унынию, зависти, ощущению собственной неполноценности. Важно понимать, что каждый человек уникален. У всех нас свои таланты, способности, свой путь. А сравнивать себя с другими –
Это все равно, что сравнивать Солнце и Луну, они разные, но каждая прекрасна по-своему. Итак, что же делать, если вы обнаружили в себе следы родительских травм? Ответ один. Работать над собой, исцелять прошлое, чтобы создать счастливое настоящее и будущее. Существуют различные методики, которые помогают проработать детские травмы, избавиться от негативных установок и создать новые, позитивные подсознательные программы. Это и работа с психологом, и различные духовные практики, и просто ежедневная работа над собой. Важно понимать, что прошлое изменить нельзя, но в наших силах изменить свое отношение к нему, простить родителей, отпустить обиды и начать жить своей собственной жизнью, полной любви, радости и гармонии. Важно понимать, что вернуть контроль над своей жизнью – это не одномоментное действие, а постепенный процесс, который требует времени, терпения и усилий. Но результат того стоит, ведь речь идет о вашей жизни, вашем счастье, вашей самореализации. Один из важнейших инструментов трансформации – это работа с убеждениями. Наши убеждения – это фильтры, через которые мы воспринимаем мир и себя. И если эти фильтры искажены негативным опытом прошлого, то и реальность мы видим искаженной. Прощение – это не признак слабости, а проявление силы и мудрости. Прощая родителей и отпуская прошлое, мы освобождаем себя от груза обид и боли, которые тянут нас назад. Существует множество техник прощения, письменные практики, медитации, ритуалы. Важно найти тот метод, который отзовется в вашей душе, который поможет вам по-настоящему простить и отпустить. Помните, прощение – это дар, который вы делаете прежде всего себе. Освобождаясь от прошлого, вы открываетесь навстречу новой жизни, полной любви, радости и гармонии. Регрессивная терапия – это метод психотерапии, который позволяет вернуться в прошлое, пережить травмирующие события и осознать их влияние на настоящее. Это может быть как травма детства, так и родовая травма и даже травма из прошлой жизни. Важно понимать, что регрессивная терапия – это серьезный метод, который требует высокой квалификации специалиста. Поэтому очень важно обращаться только к опытным и проверенным профессионалам. Итак, друзья, мы с вами проделали долгий путь от самокритики к самопознанию, от обид прошлого к свободе настоящего. Мы узнали, как важно любить и принимать себя, как работать со своими страхами и негативными установками, как простить родителей и отпустить прошлое. Теперь у вас есть все необходимые знания и инструменты, чтобы стать творцом своей собственной реальности. Помните, что вы уникальный и неповторимый человек, обладающий огромным потенциалом. И только от вас зависит, какой будет ваша жизнь. Верьте в себя, любите себя, и у вас все получится. Мы с вами подошли к концу нашего путешествия в мир самовосприятия. Надеюсь, что эта информация поможет вам по-новому взглянуть на себя и на свою жизнь. Главное, что важно, уяснить, вы не являетесь жертвой обстоятельств, родительских установок или прошлого опыта. У вас всегда есть выбор. Вы можете продолжать жить по старым программам, испытывая боль, страх и неудовлетворенность, а можете взять ответственность за свою жизнь в свои руки и начать творить свою собственную реальность. Выбор за вами. Наш мозг — это удивительный инструмент, способный на невероятные вещи. И самое главное, мы можем научиться им управлять, программируя его на успех, счастье и любовь. Каждый день, произнося позитивные аффирмации и визуализируя желаемые события, мы закладываем в свое подсознание новые позитивные программы. Постепенно наша реальность начинает меняться в соответствии с нашими мыслями и ожиданиями. Помните, вы — творец своей жизни, и только от вас зависит, какой она будет. Часто мы отождествляем себя со своими мыслями, эмоциями, переживаниями, но это не так. Мы гораздо больше, чем наши мысли. Мы —
Это чистое сознание, способное наблюдать за своими мыслями со стороны, не отождествляясь с ними. Как только вы осознаете эту простую истину, ваша жизнь кардинально изменится. Вы перестанете быть заложником своих страхов и комплексов, сможете контролировать свои эмоции и реакции, обретете внутреннюю свободу и уверенность в себе. Путь к своему истинному «я» — это путь пробуждения сознания, путь осознанности и самопознания. Это увлекательное путешествие в глубины собственной души поможет вам раскрыть свой истинный потенциал и прожить по-настоящему яркую и насыщенную жизнь. Не бойтесь отправляться в этот путь, друзья. Да, он не всегда бывает легким, но каждый ваш шаг навстречу себе приближает вас к счастью, любви и гармонии. Не ждите понедельника Нового года или какого-то особого момента, чтобы начать менять свою жизнь. Начните сегодня. Сделайте хотя бы один маленький шаг навстречу своему истинному «я». Повторите позитивную аффирмацию, помедитируйте несколько минут, улыбнитесь своему отражению в зеркале. И вы увидите, как постепенно, шаг за шагом, ваша жизнь начнет меняться к лучшему. Спасибо за внимание. До новых встреч!